Это великолепное растение поражает красотой своих нежных и пышных соцветий. В период цветения его крона, сплошь усыпанная множеством ажурных цветов, создает яркий акцент и придает саду нотки восточного стиля. Речь пойдет о дейции. Этот кустарник уже давно пользуется широким спросом среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Его полюбили за редкую красоту и легкость в уходе. Очаровательные махровые цветы дейции, собранные в густые соцветия, способны украсить любой уголок сада. Этот кустарник красив отдельно посаженным и в компании с другими цветущими и декоративно-лиственными культурами. Из дейции также получается оригинальная живая изгородь. Привлекает и то, что это растение можно размножить самостоятельно. Дейция хорошо черенкуется. Ее также размножают методом пригибания и укоренения нижних боковых веток, а также посевом семян. Дейция довольно неприхотлива, отлично адаптируется к городским условиям и считается газо- и пылеустойчивой. Но чтобы куст порадовал вас обильным цветением, определите его на самое светлое и защищенное от холодных ветров место. В посадочную яму необходимо добавить слой дренажа и рыхлый питательный грунт нейтральной реакции. В состав можно добавить золу или гашеную известь. Кислую реакцию грунта дейция не выносит, так же, как и переувлажнение в зоне корней. Поэтому участки с высоким залеганием грунтовых вод не для этого декоративного кустарника. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания дейции. Какие еще неприхотливые и красиво цветущие кустарники можно выращивать в садах средней полосы? Большое спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Нарядное цветение дейции сложно не оценить по достоинству. Кроме очаровательных соцветий, она привлекательна своей густой кроной из гибких, изогнутых ветвей и супротивно расположенной листвы. Благодаря своей шершавой поверхности листья дейции не поражаются вредителями. К тому же осенью она облекается в яркий золотистый наряд. Этот кустарник отлично поддается стрижке. Обрезку проводят сразу по окончанию цветения, так как свои цветочные почки дейция закладывает на прошлогодней древесине. Размеры кустов, окраска и форма цветов, период цветения, а также зимостойкость во многом зависят от вида и сорта дейции. Обычно она цветет в период с мая по июль. Высота кроны варьируется от 40 см до 3-4 метров. Стоит отметить, что селекционеры сумели вывести очень красивые сорта, которые подойдут как для малых, так и больших участков. Есть даже карликовые дейции, которые можно выращивать в контейнерах. Этот метод особенно хорош для садоводов северных регионов, которые смогут заносить на зимовку растения в прохладное помещение. Дейция выносит морозы до минус 23 градусов. В первые годы саженцы с осени потребуется высоко мульчировать и укрывать плотным агроволокном. Из интересных сортов можно посоветовать дейцию Pink Pom Pom. Ее крона достигает высоту максимум 1,5 метра. У этого сорта необычные плотные шарообразные соцветия. Цветки махровые, состоят из внутренних светло-розовых лепестков и внешних более насыщенного цвета. Благодаря такой окраске создается впечатление, будто они светятся изнутри. Цветение очень обильное, в июне-июле. Правда, без запаха. Сорт устойчив к болезням и вредителям и несложный в уходе. Даже после неудачной зимовки и подмерзания хорошо восстанавливается. У взрослых и старых кустов может отслаиваться кора, но этому не стоит пугаться, так как для дейции это нормальное явление. Для малых садов и контейнерного выращивания отлично подойдет карликовый сорт Yuki Snowflake, который стал победителем на выставке Плантариум в 2016 году. Его густая шаровидная крона достигает не более 60 см в высоту. Зацветает в апреле-мае множеством цветов, похожих на белые колокольчики. Из-за их большого количества порой не видно даже листвы. Это очень красивый сорт, который оценили многие садоводы и коллекционеры растений. Еще одна компактная новинка с размерами взрослого куста не более 1 метра – это дейция Raspberry Sundae. Ее название переводится как «малиновое мороженое». Этот сорт отличается не только невероятным обилием и яркой окраской цветов, он имеет очень продолжительный период цветения. Зацветает Raspberry Sundae в мае и продолжает радовать своим эффектным цветением до середины лета.
Цветки колокольчатой формы, не махровые, но у них интересная окраска. Внутри они белые, а ближе к краям лепестки насыщенного розово-фиолетового цвета. Кусты тайдейции очень красиво выглядят на газоне и отдельно посаженные. Их густая шарообразная крона смотрится как яркий акцент в саду. Этот сорт также можно выращивать как горшечную культуру, украсив им придомовую зону, балкон или террасу. Среди многообразия интересных сортов можно назвать еще очень много красивых и достойных растений. Самое главное, перед покупкой обращайте внимание на их габариты. Дейция – это неприхотливый, высокодекоративный кустарник, который легко украсит ваш сад и особых хлопот по уходу вам не создаст. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.